Всем привет! Вы на канале «Вкусно на кухне» с Ильей и Еленой. А выпуск у нас сегодня необычный, потому что мы готовим приправы, ароматные приправы, которые поднимут уровень вашей кухни до ресторанного, а ваши блюда станут просто шедеврами. Сегодня в меню ароматное масло, пропитанное духом Прованса, и креветочная соль с чесночным акцентом, которая идеально дополняет морепродукты и не только. А для этого нам не нужно никакой химии, никаких заменителей или усилителей вкуса. Нам нужны простые приправы, специи и немного магии. Итак, начинаем наш первый шедевр. Для этого мы берем емкость, в которой мы будем делать наше масло. Нам понадобятся провонские травы, если вы их найдете. Если вы их найдете, не отчаивайтесь. Для этого можно взять и розмарин, и тимьян. И также мы возьмем лавровый лист. Все это мы засыпем в нашу емкость и зальем любым растительным маслом. Это может быть как оливковое, так и подсолнечное масло по вашему вкусу. Итак, начинаем. Для начала мы засыпем все в нашу бутылочку. Засыпать мы будем примерно на 1/3 бутылочки. Если у вас разные травы, то чередуйте эти травы. Так как у меня провонские травы, то здесь уже весь набор. Так что я ограничусь только этим набором провонских трав. Еще немножечко. И вот так вот уже будет достаточно. Сюда же мы можем добавить примерно 3 листика лаврового листа. Конечно же, целиком они у нас не зайдут. Ничего страшного, мы можем их поломать. В процессе настаивания масла оно примет все ароматы от наших трав, которые мы туда положим. Также я сюда добавлю несколько веточек розмарина, ну, это чисто визуально, для визуальной красоты. Это не розмарин, это тимьян, извините. Тимьян. Готово. Все. И вот это вот и есть наш секрет. А теперь все это мы зальем маслом. Я привезла этот рецепт из Франции, потому что, зайдя в любой ресторан Франции и также Италии, на столе вы, конечно же, первым делом найдете хлебушек и ароматное масло. Итак, наше ароматное масло готово. Будет оно настаиваться, ну, скажем, чем дольше оно у нас будет стоять, тем лучше оно у нас настоится. Закрываем его крышечкой. У меня вот такая подходящая крышечка специально для масла. И его сболтаем хорошенечко, чтобы масло прошло во все травки. Вот так. И оставим его настаиваться. Но это как минимум неделька, а то и 2. И потом вы получаете шикарное масло, которое вы можете просто макая хлебушек или заправляя салат. Это будет очень вкусно. Итак, наше масло прованский букет готово. И переходим теперь ко второй специи, которая будет называться у нас чесночно-креветочная соль. А для этого нам понадобится. Вы видите, что это? Это те самые креветочные шелушки, которые мы всегда выкидываем, когда готовим креветки. А в этом шедевре мы их будем использовать. Так что больше никогда не выкидывайте креветочные шелушки, которые могут дать прекрасную соль, которую мы можем потом использовать в ваших же кулинарных шедеврах. Итак, мы возьмем 1 килограмм шелушки с 1 килограмма креветок.
Также мы возьмем баночку, в которую будем упаковывать нашу соль. Нам понадобится 1 чеснок, 1 головка чеснока, 2 листика лаврового листа, а также 250 грамм соли. Ну что, приступим. Итак, чеснок я очистила. И теперь мы его не будем нарезать, а мы его просто раздавим. Потому что чеснок нам не нужен мелко порезанный. Нам нужно просто с него вытянуть весь аромат. Вот так. Всю головку чеснока мы продавливаем и забираем теперь только наш чесночок. Это довольно быстро. Итак, чеснок готов, и сюда же мы нарежем имбирь. Я его просто помыла и прямо в шкурочке буду его нарезать. Имбиря много не надо. Ну, кто любит поострее, конечно же, вы можете добавить на ваш вкус. Ну и теперь все готово. Нарезанный имбирь, чеснок подавленный, наш килограмм шелушек креветок и 2 листика лаврового листа, а также 250 грамм соли. И пойдемте, будем приступать к следующему этапу. Итак, включаем сковородку, и первым делом мы сюда добавляем 250 грамм соли. И сюда же пойдут наши шелушки от креветок. Готовим мы все на минимальном газу, потому что нам не нужно поджаривать креветки, нам нужно их высушить в этой соли. Соль должна втянуть все вот эти вот вкусовые ароматизаторы с наших шелушек, с наших креветок. Соль вытянет это все в себя. Поэтому делаем на минимальном, делаем это немножечко подольше. Хорошенечко перемешивая, чтобы ничего не начало гореть, потому что горелые креветки нам испортят вкус. Вкус горелого хитина никому не нужен. Поэтому перемешиваем и высушиваем креветки и соль. Также мы сюда добавим чеснок именно в таком виде, в котором он есть. Имбирь. И 2 наших лавровых листика. Перемешаем. И вот теперь вся эта смесь будет у нас тут плавно объединяться и высушиваться. Время от времени перемешивайте. Как вы видите, на данном этапе у нас соли в сковороде практически не осталось. Вся соль у нас на креветках. Это абсолютно нормально. Чуть больше мы еще высушим, и соль сама обсыпется с креветок. Продолжаем высушивать на медленном огне, хорошенечко перемешивая до состояния, пока креветочки будут уже такие совсем сушеные-сушеные и тоненькие. Итак, мы досушили до состояния сухости. Вот я сейчас даже возьму какую-нибудь и покажу.
Вот, они высохли, прям слышно, как оно все сухое и высохло. И теперь мы это будем пересыпать, просеивать в сито. Выключаем наш газ и идем к ситу. Итак, переходим к следующему этапу. На этом этапе мы берем чашку, берем дуршлаг и пересыпаем сюда наши панцири от креветок. Пересыпаем. И стрясем с них соль. А остальное мы будем высыпать в блендер для того, чтобы их перекрутить в мелкую фракцию. Так. Я забыла вам сказать очень важный, наверное, нюанс, что перед тем, как вы все начинаете это делать, лучше брать, что не свежие еще с бульончиком панцирей, например, если вы варили креветки и хотите из них приготовить эту соль, а немножко их подсушить. Тогда процесс будет намного быстрее. Ну, я думаю, для первого раза уже достаточно. Это мы еще раз просеем. Потому что получилась еще довольно крупная фракция. Ну а дальше, когда уже остатки не проходят, мы можем немножечко рукой еще помочь крупным фракциям, вернее мелким фракциям, которые еще могут пролезть через эту решетку. У меня на самом деле очень-очень мелкая решеточка, может быть, у вас будет побольше и сыпется больше, неважно. Остатки вот это вот мы не выбрасываем. Если у вас кто-то или вы сами рыбак, то это прекрасно подойдет для замешивания в прикормку, когда вы ловите рыбу. Здесь ведь такой аромат. Здесь же и имбирь, и чесночок, и креветки. Это очень ароматно. Это очень понравится рыбам. И вы поймаете свой трофей на эту прекрасную прикормку. Так что возьмите на вооружение. Мы это не выкинем, так как мы собираемся с Ильей на рыбалку, и мы обязательно на это поймаем гигантскую рыбу. Ну а сейчас продолжаем с остатками, делаем то же самое. Сначала убираем ту соль, которая может сама отойти, а затем мы это перекручиваем. Я перекручу, пожалуй, еще раз, потому что у меня получилась очень крупная фракция. И уже будет все готово.
Готово. Итак, это мы с Ильей заберем на рыбалку. А это, то, что у нас получилось сейчас, пересыпем в нашу баночку. Ну, а теперь пересыпаем все в нашу емкость. Запах стоит просто обалденный, вы даже не представляете. Очень душистая соль. Я думаю, что это можно добавить как в уху, так и в буябес. И даже когда мы жарим рыбу или в какие-то соусы. Это будет очень и очень вкусная приправа. Готово. Можем закручивать нашу баночку. И посмотрите, какая получилась красота. Дайте еще раз понюхаем. Аромат обалденный. И вот такие вот два чуда мы сегодня с вами выполнили. Ведь абсолютно просто, согласитесь. Но до какой же степени это будет украшать нашу еду, наши приготовленные блюда. Это будут просто шедевры. Ну а сейчас я вам еще кое-что покажу. Посмотрите, я приготовила вот такие вот этикетки для наших баночек. С этими этикетками наше масло и наша чесночно-креветочная соль будут еще интереснее. Посмотрите. Смотрите, какая красота получилась. Ведь это же подарочный вариант. Согласитесь, такую прекрасную приправу, приготовленную своими руками, не стыдно и подарить. Как вы думаете? Ну а на этом наше приготовление на сегодня закончены. Обязательно ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Наш канал «Вкусно на кухне» с Ильей и Еленой. А также отправьте нам комментарии с тем, как вы сделали ваше масло и вашу соль, и насколько это вам понравилось. А мы будем ждать от вас ваши отзывы.